Василий Филиппович Маргелов, если разобраться, не был тем человеком, который именно основал ВДВ. Укрепил войска, сделал их престижными, это да. Почему-то всегда забывают о том, что в 1928 году по инициативе Дыбенко советские бойцы пробовали десантироваться в Средней Азии. А первым, кто всерьез предложил использовать в войсках парашюты, был Леонид Минов. В 2020 году в Воронеже установили памятник этому человеку. В российской газете вышла статья, где Минова прямо называют первым десантником. Но этого человека мало кто вспоминает 2 августа, в день ВДВ, а Василия Филипповича Маргелова прославляют на каждом шагу. Рассказывают, что этот генерал, дядя Вася, как его любя называют десантники, был человеком свойским, с солдатами общался просто, свою профессию любил, вот и заслужил почти всенародное признание. В жизни Маргелова случалось много интересного, о некоторых фактах я и расскажу в этом видео. Ненастоящая фамилия. Начать можно именно с этого. Дело в том, что у Василия Филипповича должна была быть немного другая фамилия, не слишком отличающаяся от той, которую мы знаем. Как всегда, дело в технической ошибке. Если точнее, то человек, который оформлял документы, написал не ту букву, не расслышал или просто поменял глухую на звонкую. Об этом мы не узнаем. История случилась еще с отцом Василия Филипповича. Родитель будущего генерала жил в Екатеринославле. Это город, который носил звание Днепропетровск. А теперь он и вовсе называется коротко Днепр. Простой трудяга Филипп решил вступить в партию. Ему оформляли соответствующий билет и ошиблись. Написали Маргелов. А как надо было-то? Правильно будет Маркелов. Вот так отец Василия и он сам стал Маргеловым. Но это не единственная интересная история о генерале. С ранних лет Василий стал помогать родителям. Он трудился подмастерьем у кожевника, работал на почте, был плотником и грузчиком. Одно время Василий трудился на шахте. Его задачей было погонять лошадей, которые тащили вагонетки. Соответственно, профессия называлась конегон. Но однажды образовался завал. Олег Смыслов в книге «Генерал Маркелов» указывает, что большинство шахтеров, попавших в западню, пали духом. Но только не Василий. Он нашел единомышленников. 3 дня люди разбирали завалы и смогли выбраться на поверхность. И это было очень тяжело, если учитывать, что еды и воды не было. Наверху, наверное, к тому времени шахтеров уже списали. После того случая Маргелов решил уйти с шахты, он устроился лесником, а потом Василия призвали в армию. Маргелов, судя по всему, военной службой проникся. Он даже в военной школе отучился, с отличием ее окончил. Карьера пошла в гору. Василий Филиппович участвовал не только в Великой Отечественной. В конфликте с Польшей он активно действовал. Кроме того, Маргелов воевал и в Советско-финской войне. Василий Кривопалов вспоминал интересный случай в одном из своих трудов. Якобы Маргелова, который был в то время командиром полка, вызвал командир корпуса Чинчибадзе Георгиевич. Маргелов явился к начальнику, а тот, ни слова не говоря, ударил Василия Филипповича. Командир постоял на ногах. Более того, он влепил Чинчибадзе так, что командир корпуса свалился на пол. После этого он поднялся и сказал: «Молодец, будешь командиром дивизии». Конец двоевластия. Может быть, это громко звучит и имеет негативную окраску, но нужно знать, что забыли многие не только про Леонида Григорьевича Минова, но и еще про одного человека, который очень многое сделал для ВДВ. Речь идет о Михаиле Ивановиче Денисенко, тоже о генерале, о большом друге Маргелова. Уже после войны дядя Вася и дядя Миша договорились, что совершат 6 прыжков с парашютом, о результатах доложат друг другу в телеграммах. Маргелов справился с задачей блестяще. Он 6 раз прыгнул с парашютом. Никаких происшествий не было. А вот Михаил смог совершить только 3 прыжка. Случилось несчастье, и Михаил погиб. Маргелов сильно был опечален. Но нужно отметить, что уход Михаила Ивановича подтолкнул Маргелова к большой и серьезной работе над безопасностью десантирования. Василий Филиппович сделал все от него зависящее, чтобы таких несчастных случаев больше не происходило. Таков он был, дядя Вася, которого знает каждый десантник. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.